мы находимся сейчас, это село Зоркино, это Саратовская область, недалеко от Маркса города. Я вам сейчас покажу, что здесь интересного. Так, магазин, какой-то смешанной торговли, вишенка. Русская церковь. Какие-то застройки идут. Смотрите, там вот за забором какая красота, видите? Это вот там вот вдалеке по-любому протекает Волга. Вот строится церковь, деревянный сруб. А сейчас я покажу вам немецкую церковь. Она восстановленная. И рядом вот с церковью находится гостиница, в которой можно остановиться. Первая деревянная церковь в селе Цюрих-Зоркино сгорела в 1871 году от удара молнии. На ее месте в 1877 году была построена каменная кирха в неороманском стиле с 48-метровой башней и органом. В 1930-е годы церковь закрыли, использовали как склад и кинотеатр. В 1992 году здание сгорело, но в 2013 по 2015 год его восстановили, и 3 октября 2015 года состоялось торжественное открытие. В этот же день был открыт памятник участникам Первой мировой войны. Как всегда, сильный ветер. Так, а это какой-то бар даже здесь есть. Смотрите. Там сейчас все закрыто, он открывается в 2 часа. А, нет. Он открывается в 9 вечера и до 2 ночи. Вот, смотрите, это школа. Сейчас посмотрим. Так, как здесь подойти? Вот, смотрите, школа конца 19 века, начала 20 века. Памятник градостроительства и архитектуры местного муниципального значения. То есть это конец 19 века. Изначально мы планировали заехать сразу в Базель, но решили остановиться в Зоркино, чтобы увидеть немецкую церковь. Расстояние между селами всего 2 километра. Зоркино расположено на левом берегу Волги, в 37 километрах от города Маркса. Поселение было основано немецкими колонистами в 1768 году у реки Малый Караман, но из-за непригодных земель перенесено к Волге в 1770-х. Название колония получила в честь швейцарского кантона Цюрих. К началу Первой мировой войны население достигло 5000 человек, преимущественно немцы. В селе имелись 12 ветряных мельниц, кирпичная школа и аптека. В 1915 году село переименовали в Зоркино, но в 1918 вернули название Цюрих. Село стало частью трудовой коммуны немцев Поволжья и позже вошло в СССР немцев Поволжья. После депортации населения в 1941 году осталось только 2 человека. В мае 1942 года село окончательно переименовали в Зоркино. Сегодня здесь проживает 726 человек, немцы практически отсутствуют.
История поволжских немцев начинается с манифеста Екатерины II 1763 года, которая пригласила иностранцев переселиться в Россию для заселения новых земель. В то время немцы страдали от последствий Семилетней войны. Разрушенные дома и бедственное положение заставляли людей искать новые возможности. К концу 60-х годов XVIII века, благодаря усилиям канцелярии опекунства иностранных колонистов и графа Григория Орлова, в Саратовскую округу переселили около 26 тысяч человек, разместив их в 104 колониях. Каждой семье обещали бесплатный проезд, освобождение от налогов на 30 лет, свободу от воинской повинности и право на беспошлинную торговлю. Каждому переселенцу мужского пола выделялось 5 гектаров земли. Вот эти поля, где трудились немцы. Друзья, посмотрите, какая здесь природа. Немцы занимались сельским хозяйством, выращивали пшеницу, хмель, горчицу и табак, варили пиво и выделывали кожу. Зимой они занимались столярным и кузнечным ремеслом, а также соломоплетением. Я, в общем, увидела по дороге, пока мы ехали, вот ягодки. Блин, главное, чтобы змей не было. Я тут иду, конечно. Тропинка вроде бы как бы протоптанная, но очень опасно. Вот я не помню, как это называется дерево. Смотрите. Сейчас покажу. Ой. Только не змеюки. А то мы сейчас оленя уже встретили, но не засняли, не успели. Блин. Вот эта ягодка и есть. Кто знает, как она называется? Она такая сладкая. Она еще не дозрела, но уже такая сладкая. Ты хочешь попробовать ягодку? Ты ягоды ешь? Да. Не знаю, как она называется. Она еще не дозрела совсем до конца. Там смотри, где такая, чтобы она мягкая была. Ну, пробуй. Сладкая? Немножко вяжет, да? Вот мы ее в детстве ели. Смотрите, какая здесь местность. Елена, давай быстрее, куда ты пойдешь. Я такой не, мы стреляли.
Есть, можно это? Да, это можно есть. А мы подъезжаем к селу Базель, ныне известному как Васильевка. Васильевка, ранее известная как Базель, расположена на левом берегу Волги, в 38 километрах к северу от Маркса. Эта колония была основана в 1768 году немецкими лютеранами. Первоначально она располагалась на реке Малый Караман, но из-за непригодных для земледелия земель через 2 года дома колонистов были разобраны и перенесены на берег Волги. Название Базель было выбрано бароном Берегардом, вдохновленным швейцарским кантоном, откуда планировалось перенять сельскохозяйственные традиции. В 1769 году в Базеле проживало всего 83 человека, а к 1910 году население выросло до 4864 человека. По данным переписи 1926 года в селе насчитывалось 370 домохозяйств, из которых 367 были немецкими. К концу 1931 года здесь проживало 3380 человек, и из них 3361 человек это были немцы. Колонисты занимались хлебопашеством, табаководством и мукомольным производством. Выращивали пшеницу, рожь, овес и картофель, специализируясь на сорте пшеницы белотурка. Канцелярия опекунства активно поддерживала табаководов, и вскоре табак стал основным продуктом во всех 26 колониях Берегарда. По ревизии 1834 года колонисты получили по 15 десятин земли на душу. Ремесла и промыслы развивались в гораздо меньшей степени. А вот что известно про обучение. Первая церковная школа открылась с момента основания села, обучая детей от 7 до 15 лет. Однако была нехватка учителей, в ней училось много детей. В 1910 году была открыта небольшая общественная школа для 20-30 учеников, преимущественно мальчиков. Все школы финансировались церковной общиной. После революции все учебные заведения были закрыты и преобразованы в единую начальную школу.
Посмотрите, вот главная достопримечательность села – это сохранившееся кирпичное трехэтажное здание немецкой мельницы 1908 года постройки, пребывающее в настоящее время в заброшенном состоянии. В свое время она была оснащена нефтяным двигателем. На данный момент доступ туристов к ней ограничен. Пока мы едем дальше, давайте поговорим о вероисповедании местных жителей и их церкви. Колонисты здесь были евангелическими лютеранами. В первые годы после заселения Поволжья священников катастрофически не хватало. Среди первых пасторов, упоминаемых в церковных хрониках, были Кристиан Август Торнов и Клаус Петер Дундберг. Им приходилось проводить богослужения далеко за пределами своих приходов. Эта нехватка долго оставалась нерешенной, и о духовной жизни поселенцев заботились только по мере возможности. Сначала колонисты проводили богослужения в школьном молитвенном доме, который был построен на государственные средства в первые месяцы после расселения. К концу XVIII века община решила использовать этот дом как школу и начать сбор средств на строительство кирхи. Первая деревянная кирха была возведена в Базеле в 1798 году. Она была филиальной и освящена как церковь Вознесения Господа. Изначально колонисты не придавали значения архитектурному стилю. Все строения были деревянными и скромными. Со временем старая церковь стала слишком маленькой для всех прихожан, и в 1839 году на ее месте построили новую вместимостью 600 человек. При строительстве следовали специальным правилам 1830 года о возведении церквей иностранных исповеданий. Главный акцент делался на простоту внутреннего убранства и удобства для прихожан. Эта церковь прослужила почти 100 лет, претерпев несколько капитальных ремонтов. В начале 20 века церковная община Базеля выплачивала пастору 1700 рублей в год, к которым добавлялось 171 рубль из государственной казны, а также жилье, отопление и корма от прихожан. Доход пастора также включал плату за требы, крещение, конфирмацию, венчание, похороны. Все это стоило от 15 до 60 копеек. Однако в начале 1930-х годов храмы всех конфессий начали массово закрываться. На 1 июня 1934 года церковное здание было переоборудовано в Дом культуры, а верующим оставили молитвенный дом. Сейчас на месте кирхи установлен обелиск героям Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года немцы были депортированы из Базеля, и с 1942 года село стало носить название Васильевка. Теперь это село в Марксовском районе Саратовской области.
Хочу вам показать виды. Смотрите, как здесь красиво, какой обзор. Красотища. А внизу, смотрите, там речка. Сейчас мы посмотрим. Как-то там проезжают люди. Вон на том берегу. Видите? Вон там люди стоят, рыбачат. Значит, здесь можно рыбачить. Видно вам речку? Какая она длинная. Ну, красиво. Зелено и красиво. В общем, это, знаете, для тех, кто любит такой тихий, спокойный отдых. Тут можно, мне кажется, арендовать какой-нибудь домик, поспрашивать. Кто-то, может, сдает там или комнату. Вот, и здесь отдыхать. Для тех, кто уже устал от такой вот суеты. Но мы еще немножко покатаемся по селу и поедем в сторону Маркса. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал.
Thank you.